Всем привет! С вами канал Power Device. И если вы мой постоянный зритель, то вы знаете, что не так давно я выпускал видео, как на Xiaomi установить камеру в 200+ мегапикселей. Сейчас эта тема коснется не только смартфонов Xiaomi, а также Realme и других Android девайсов, в частности на которых установлен процессор Snapdragon. В этом ролике я действительно покажу вам, как установить на ваши смартфоны камеру в 200+ мегапикселей. Почему я говорю в 200+ и не называю точное число? Потому что точное число мегапикселей будет зависеть от вашего процессора и на что он способен. Сразу внесу небольшую ясность для тех пользователей, которые не понимают, как можно преобразовать снимки своей камеры в 200+ мегапикселей. Изначально на всех смартфонах установлен датчик, который способен выдавать разрешение только в 12 мегапикселей. И уже потом смартфон преобразовывает это изображение в то разрешение, которое способно выдать ваше программное обеспечение. Это смартфон Realme GT Neo 3T, и он способен выдавать постобработку в 64 мегапикселя. То есть его стандартная матрица на 12 мегапикселей, а обработка в 64 мегапикселя происходит программно. Надеюсь, вы понимаете, что все Samsung и Huawei, которые фотографируют на 200 мегапикселей, это все постобработка. Фотография обрабатывается алгоритмами, после чего происходит ее улучшение. Повторюсь, что все это я рассказывал для тех пользователей, которые не знают, как сделать плюс 200 мегапикселей. Они писали в комментариях, что все это бред, это невозможно сделать. На самом же деле очень даже возможно. В этом нам помогает Google камера и определенный конфиг. Конечно, сейчас, как всегда, покажу примеры и доказательства. Эти фото с водяным знаком, сделаны на родную камеру Realme GT Neo 3. А фото без водяного знака сделано на Google камеру с определенным конфигом. Давайте посмотрим на родной снимок Realme GT Neo 3 в 64 мегапикселя. Во-первых, это максимальное приближение, которое позволяет сделать нам фото. При таком разрешении увеличить данное фото больше невозможно. А это снимок в 200+ мегапикселей. Увеличение гораздо больше. На нем также больше деталей. Просматриваю я эти снимки через Google камеру, и в ней есть возможность посмотреть информацию. Информация эта очень развернутая. Как видите, процессор Realme GT Neo 3 может выдавать 289 мегапикселей. Теперь информация с родного снимка Realme GT Neo 3. Здесь, как и заявлено, 64 мегапикселя и разрешение гораздо меньше. Еще раз проведем сравнение. Слева снимок 200+ мегапикселей с Gcam, а справа родной снимок с Realme. Во-первых, на Realme больше шумов, а во-вторых, границы буквы S больше размыты. Также давайте приблизим вот эту область. Справа на родном снимке Realme невозможно прочитать ни одного символа. Слева 200+ мегапикселей Gcam. Символы более разборчивы. Предлагаю еще посмотреть сравнение нескольких снимков. Этот снимок также сделан на родную камеру Realme 64 мегапикселя. А это 200+ мегапикселей. Все так же с правой стороны родная камера Realme, слева Gcam. Думаю, здесь видно невооруженным глазом, что камера слева от Gcam выдала более детализированный снимок. То же самое прослеживается и в других деталях. Также, друзья, отмечу, что эта камера от Gcam в 200+ мегапикселей работает и с селфи-камерой. Этот снимок с Gcam. У него разрешение практически 72 мегапикселя. А это родной селфи-снимок Realme 15,9 мегапикселей. Сейчас расскажу, как это все установить на ваши смартфоны Realme, Xiaomi и на другие Android девайсы.
Сразу повторю ту оговорку, которую я говорил в начале видео. В основном эта камера оптимизирована под процессоры Snapdragon. На других процессорах она может работать некорректно, но вы все же можете попробовать установить ее вместе со мной. По ссылке в описании скачайте файлы, которые я оставлю в своем телеграме. По ссылке вы попадете на мою группу ВКонтакте, также, пожалуйста, не забудьте на нее подписаться, а оттуда в Телеграм. Там вы скачаете вот такие файлы. Камера 200 плюс мегапикселей. Первое, что нужно установить, это Gcam. Пока камеру не открываем, нажимаем «Готово». Дальше вы в своем проводнике шагаете назад. Вам нужно попасть в основное пространство. Здесь нажимаем 3 точки, создаем новую папку. Называем ее Gcam. Пишем с большой буквы. Заходим в эту папку. Создаем еще одну. Пишем config 8.4. Писать нужно без пробелов. Теперь идем назад. Заходим в ту папку, которую вы скачали у меня. Выделяем второй файл. Копировать. Находим здесь ту папку, которую мы создавали. Gcam config. Вставляем этот файл сюда. Теперь заходим в установленную камеру Gcam. При использовании приложения «Разрешить». Чуть правее от кнопки затвора тапаем 2 раза. Должно всплыть вот такое окно. Это и есть наш конфиг. Нажимаем «Импорт». Если все пройдет успешно, то вот здесь появятся 3 настройки. Нас интересует настройка High-Res. Это и есть активация мода в 200 плюс мегапикселей. Здесь, друзья, есть такой нюанс, у некоторых она может включаться сразу, но как, например, на моем Realme GT Neo 3 она включается не сразу. Нужно подождать какое-то время, около 30 секунд. Потом попробовать ее включать. Все это зависит от вашей оболочки смартфона и от процессора. Но когда она загрузится, больше включать ее не нужно. Она будет активирована всегда. Ну вот, у меня прошло около 30 секунд, и эта кнопка включилась. Теперь у меня активирован режим в 200 плюс мегапикселей. Я делаю любое фото. Открываю снимок. При первом открытии снимок может вылетать. Нажимаю информацию. Мой процессор способен выдать снимок в 289 мегапикселей. Ваше разрешение будет зависеть от процессора, который установлен в вашем аппарате. Думаю, здесь все понятно. Друзья, будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях, постараюсь помочь. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.